Всем привет! По последним комментариям я поняла, что мне стоит продолжать рубрику странных новостей из Китая. Поэтому в этом выпуске я поделюсь с вами 3 новыми статьями, которые попались мне на китайском интернет-пространстве. Сразу скажу, что новости, которыми я делюсь, не выражают мое личное мнение. И подчеркну, что я делюсь с вами информацией, которую я нашла в китайских соцсетях. И все, что я обычно выставляю в данной рубрике, не означает, что здесь такое каждый день происходит. Итак, в этом выпуске вы услышите, как некоторые местные объясняют причину большого отлета иностранцев из Китая, как Китай обвинил ветер в распространении вируса, и закончив все историей, как в Шэньчжэне одно похоронное бюро начало требовать ПЦР-тест у мертвых. В одном из китайских СМИ объяснили, почему иностранцы стали массово улетать из Китая. Недавно на Байду, а это китайский поисковик, примерно как Google у нас, люди искали, как китайский интернет объясняет отплыв, отток иностранцев, и нашли на это забавное объяснение. Смотрим видео. Для тех, кто не говорит по-китайски, тут объясняют, что причина, по которой иностранцы уезжают, заключается в том, что темп жизни в Китае слишком быстрый для них, и они предпочитают медленный темп жизни, как, цитирую, в Европе и Африке. Например, в Африке, если кто-то голоден, люди всегда могут просто есть фрукты с деревьев, охотиться на животных, а также, что мне больше всего понравилось, удалить жажду, то есть пить из реки. Да, действительно. Кстати, в комментариях под статьей очень много интересного. О да, я очень скучаю по тем старым добрым временам на моей родине, когда мы выходили с луком и стрелами на охоту на мамонтов. Также были комментарии, что источник, где было запущено данное видео, это не государственный канал, и что любой блогер может делиться видео на данной платформе. В любом случае, выводы делайте сами. И я считаю, что подобные новости показывают нам просто уровень образованности и интеллекта. А лучше напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Следующая новость. Китай обвинил Южный ветер в обострении ситуации с коронавирусом. Власти китайского города Даньдунь попросили жителей закрыть окна, чтобы избежать заражения коронавирусом, пишет Bloomberg. Власти города не могут понять, почему при всех мерах предосторожности ежедневно в Даньдуне, в городе с населением больше 2 миллионов человек, число больных только растет. По данным городского центра по контролю заболеваниями, большинство инфицированных, обнаруженных в течение прошлой недели, не выходили за пределы своих жилых комплексов, по крайней мере, за 4 дня до постановки диагноза. Медики не смогли установить цепочку передачи инфекции и пришли к выводу, что виновником обострения ситуации с COVID на этот раз является ветер, который дует со стороны КНДР. Поэтому власти призвали жителей, живущих у реки Ялу, протекающей между Северной Кореей и Китаем, закрывать окна в дни, когда ветер дует с юга. И последняя новость на сегодня. У мертвого человека потребовали негативный тест на COVID в Шэньчжэне. Власти в Шэньчжэне, провинции Гуандун, подверглись резкой критике после того, как на странице похоронного бюро было заявлено, что умершие должны пройти отрицательный тест на COVID, чтобы получить разрешение на кремацию. Скриншот с такими требованиями с официального приложения Бюро по гражданским делам города Шэньчжэня был опубликован в сети, и это вызвало большое недоумение у многих пользователей. В приложении говорится, что негативный результат на COVID-тест в дополнение к свидетельству о смерти для кремации нужен для тех, кто был в опасных районах, имея в виду районы, в которых есть случаи заболевания. По правилам необходимо предоставить негативный тест, сделанный в течение 24 часов после смерти. А если такого нет, то Центр профилактики эпидемии в Шэньчжэнь может провести экстренное тестирование, результат которого будет доступен в течение 1 или 2 часов. Также, если нет возможности сделать тест, можно будет предоставить тест родственника, кого-то из членов семьи или близкого контакта умершего. Именно так подтвердили в похоронном бюро. Многие в шутку задавали вопросы в комментариях, спрашивая, должна ли семья лично забрать труп, чтобы поехать и протестировать его. Некоторые проявили понимание, заявив, что умершие все еще могут быть носителями вируса и поэтому требуют особого обращения. Сотрудник транспортного отдела этого похоронного бюро сообщил, что хотя такая политика необходима, ее можно пока игнорировать, поскольку в Шэньчжэне нет опасных зон. Ведь с 10 мая в Шэньчжэне не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения.
Ну а на этом сегодня все. Дайте знать в комментариях, если вам интересна такая рубрика коротких новостей из Китая. И не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться, чтобы поддержать мой канал. Спасибо за просмотр, а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока!